Привет! Меня зовут Ваня, и сегодня я сам посмотрю и вам покажу город Кобе. Кобе довольно большой город, 1,5 миллиона человек населения. Это административный центр префектуры Хёго. Но иностранные туристы обычно объезжают его стороной. А зря! Я считаю, что он старается выделяться среди толпы обычных одинаковых японских городов. Давайте знакомиться с Кобе поближе. Японцы плохо говорят по-английски, но это не мешает им вставлять и английские слова куда угодно. Это, например, одно из самых известных мест в Кобе и названо английским словом Kobe Harborland, что переводится как гавань. Ну, гавань-то гавань. Вообще-то это порт, умело замаскирован с помощью причала и красивой набережной под Harborland. А это своеобразный мемориал. В 1995 году здесь случилось очень сильное землетрясение. Унесло больше 6 тысяч жизней, и примерно больше половины зданий были разрушены. Что тут говорить о домах, если не выдерживали даже мосты, которые строили по современным технологиям и по стандартам, которые предусматривали землетрясения. До землетрясения порт в Кобе был самый большой в Японии, между прочим. И занимал, по-моему, 4-е место в Азии. Сейчас он всего лишь 4-й в Японии. В конце 19 века, когда порт Кобе был открыт для иностранцев, они, иностранцы, начали строить здесь свои дома. В итоге некоторые из них стали музеями, некоторые стали старбаксами, а сейчас это европейский район Китано. Кобе и сейчас стараются поддерживать западную атмосферу. Отели в европейском стиле, рестораны с летними террасами и живой музыкой в жанре джаз, блюз, кантри, магазины с заграничными сувенирами. Этот район еще и многоконфессиональный. Тут по соседству мусульманская мечеть и еврейская синагога, баптистская церковь и православная, храм какой-то индийской религии и главный храм Кобе Икута. Но если вас не особо удивишь тихим европейским кварталом, посетите шумный, китайский. Нихао, товарищи коммунисты! Чайнатаун в Кобе был основан в 1868 году, но был разрушен дважды. Сначала во время
Второй мировой, потом после землетрясения. Не знаю, как до, но сейчас это небольшой квартал, всего две улицы, одна 100 метров, другая 200. Но считается как самый яркий Чайнатаун в Японии. Еще есть в Йокогаме и, по-моему, в Нагасаки. Ну, атмосфера классная. Мне очень нравится здесь. Если вы не были в Китае, то это отличная возможность немножко, но познакомиться с китайской культурой. Если уже были, то поностальгировать. Ответственно заявляю, кухня здесь действительно китайская. А вот размеры порций и цены японские. Раз уж заговорили о еде, то во многих регионах Японии есть свое коронное блюдо. В Кобе это говядина, известная на весь мир как Кобе-биф. Идеальное мраморное мясо с потрясающим вкусом. Готовится обычно в виде стейка, и это очередное влияние приезжих иностранцев. Мясо очень дорогое, на это есть несколько причин. Изысканный вкус, ограниченное количество и довольно затратный способ разведения бычков. Поговаривают, что им даже делают массаж и включают классическую музыку. Ну, зная японцев, не удивлюсь, если это правда. Кстати, встретил вот такой вот ресторан под названием Моря, точнее Моря. Все бы ничего, если бы не русские слова. Можно подумать, что это ресторан русской кухни. Но нет, тут подают как раз Кобе-биф. Оказывается, этот ресторан основал японец по фамилии Моритани. И когда думал о названии, хотел поиграть с фамилией. Тут ему попалось русское слово «моря». Морей в Японии много, Кобе на тот момент крупнейший порт, так что слово подошло. И писать стали по-русски. Давайте уже посмотрим цену. Ну как, приятного аппетита! Ну что, покушали? Тогда пора заняться спортом. Кобе расположен на узкой полосе между горами и морским заливом. Так что здесь, прямо в черте города, есть горы. И это очень круто. Вот, видно, не видно? То есть прям выйти из станции и сразу в горы. Можно заняться хайкингом. Можно любоваться просто природой. Можно любоваться видами на горы. В общем, это круто. Доели свой доширак? Полезли вверх. Я очень люблю футбол. Еще больше я люблю футбольные стадионы, так что не мог пройти мимо этого места. Это стадион футбольного клуба Кобе Висел. Именно тут играют в свое время звезды мирового уровня: Андреас Иньеста, Томас Вермален, Боян Киркич. Еще недавно играли
также Лукаш Подольский и Давид Вилья. Все они, за исключением Подольски, играли до этого в Барселоне. Это не совпадение. Владеет клубом Kobe Vissel компания Rakuten. Именно она титульный спонсор у Барселоны, так что там у них свои подвязки. Так вот, о стадионе. Стадион был построен специально к чемпионату мира 2002 года. Здесь провели 3 игры. Россия, кстати, здесь обыграла Тунис 2-0. Современный стадион с раздвижной крышей, между прочим. Но вот серые бетонные стены выдают проект 20 века. Но, тем не менее, красивый в японском стиле, такой как будто космический корабль. Вот это за моей спиной мост Акаши. Тоже одна из таких серьезных достопримечательностей Кобе. Если верить Википедии, то это самый большой подвесной мост среди себе подобных. Ну, в смысле своего такого типа. Мы сюда приехали не только любоваться на него, но еще и покупаться. Здесь есть пляж, но нас ждал облом. Купаться нельзя. Почему нельзя? Потому что гладиолус. То есть заходить в воду можно, играют тут дети, прыгают, бегают, но купаться нельзя. Ну, будем искать. Ну что, тот, кто ищет, тот всегда найдет. Мы на пляже Сума. Да, виды, в смысле природы, поскромнее, чем на предыдущем пляже, но тут хотя бы похоже на пляж. Здесь люди в палатках купаются на пляже, додуматься можно, да? Но мы сюда не стали сразу ехать, потому что это не совсем для семьи. Тут молодежный пляж, очень много иностранцев, процентов, наверное, 80, поэтому из каждой палатки доносится какая-то национальная музыка, очень много голых иностранных поп. Но купаться так хочется, что, знаете, готов закрыть вот глаза, не смотреть на все это и побегу сейчас купаться, потому что мы уже приехали прямо к закату, еще минут 20-30, и солнце зайдет за горы, даже, я думаю, быстрее. Поэтому все, побежал. Вот такой вот Кобе. Типичный японский город, но со своими особенностями, которыми не все города в Японии могут похвастаться. Если понравилось, палец вверх, если нет, напишите, что именно. Дубасьте по колокольчику. Ну а пока.